Всем привет! Сегодня на обзоре самая удачная модель в линейке бренда Texan. Упакована, как видим, в хороший слой уплотнительного материала. А для тестирования качества приема и прослушивания будем перебираться высоко в горы. Так что всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Поставляется радиоприемник в такой фирменной красочной упаковке, где также можем видеть все основные технические параметры радиоприемника. В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор. Аналогичные батарейки ранее устанавливались и на мобильные устройства связи. Емкость таких аккумуляторов может достигать 1000-1100 мАч. Казалось бы, этого мало, но отличная оптимизация и энергоэффективность позволяет от одного заряда получить достаточно длительное прослушивание. В комплекте также USB-провод для зарядки стандарта microUSB, и длина такого провода порядка 60 см. Также в комплекте хорошего качества фирменные наушники с разъемом стандарта mini-jack 3,5 мм. Далее в комплекте идет вот такая бархатная сумка для удобства хранения и транспортировки. Ну и сшито все очень аккуратно. Чехол изнутри имеет покрытие, похожее на резину или силикон, похоже на износостойкий материал. Внешний вид радиоприемника напоминает облик 680 модели более старшей линейки от данного бренда. Визуально отличное качество изготовления, в том числе и отличное качество материала. Кнопки не так сильно выступают, но, к сожалению, кнопки снова без подсветки. Видим более компактные размеры в сравнении с самой популярной моделью PL310, и перфорация динамика также здесь все более аккуратно, хотя и по всем параметрам чувствуется, что этот приемник чуточку, но все же сделано лучше. И по толщине тоже новая модель компактнее. Из недостатков можно назвать отсутствие опорной ножки, но зато очень удобно организована регулировка громкости. Это два отличных колеса. В отличие от старой модели, теперь гораздо комфортнее управлять приемником. На обратной стороне можем видеть отсек для элемента питания. Здесь скорее сделано для движения воздуха, более объемного звучания. Из технических параметров можем видеть более полный охват частотного SV диапазона, так сказать, более полнодиапазонный радиоприем. Тестирование качества приема сигнала будем проводить в вот таком замечательном месте, но прежде быстро пробежимся и по органам управления. Красная кнопка служит для включения-отключения радиоприемника. Отключение происходит с таким плавным затуханием звука. При включении, удерживая нажатой данную кнопку, можем установить таймер. Установить можно в диапазоне от 1 до 120 минут. Подсветка теперь значительно лучше, чем на прошлых моделях. Она здесь более равномерная, хотя подсветка гаснет очень быстро, но при желании, удерживая нажатую кнопку 5, можно включить постоянное свечение подсветки. Нажатие кнопки Time появляются часы на дисплее, а удерживая нажатой данную кнопку, можем производить настройку, и с помощью регуляторов можно установить соответствующие часы и минуты. Далее кнопка будильника. При включении данной функции появляется вот такой значок, а для установки время срабатывания будильника удерживаем нажатой данную кнопку, и все точно так же устанавливаем минуты и часы.
это просто необходимая функция. Не знаю, что может быть лучше просыпаться с раннего утра под хорошую музыку. И третья кнопка Display позволяет менять информацию в правом верхнем углу. Это может быть и значение сигнала, либо это время. И третий способ отражения таймера. На выключенном приемнике, удерживая кнопку 1, можем менять стартовую частоту FM диапазона от 64 до 88 МГц. Удерживая нажатой кнопку 2, можем устанавливать возможность выбора длинных волн, то есть, выбирая данный диапазон, можно принимать сигналы еще с более низким частотным диапазоном. А удерживая кнопку 3, можем устанавливать как американский, так и европейский шаг частотного диапазона 9 кГц, либо установить значение в шаг 10 кГц. Хотя в приемнике есть еще такая отличная функция, с помощью кнопки Step уже можем менять непосредственно каждый шаг по отдельности, то есть по 1 кГц, и тем самым более точно подстраивать на более высокий уровень сигнала. Но при включении SV диапазона с помощью этой же кнопки Step появляется еще более детальное вытягивание сигнала, менять даже десятые и сотые единицы килогерца. А если удерживаем данную кнопку, то включается вот такой замок. И теперь радиоприемник защищен от случайного нажатия кнопок. Далее кнопка Easy Tuning Mode. Это специальный режим, в котором не затрагивается основной перечень поиска списка каналов, а создается полностью отдельный независимый список каналов. Это особенно полезно, если проживать в разных местах, то при переезде можно спокойно переключаться под свой набор радиоканалов. А выйти из данного режима достаточно короткого нажатия. С помощью данной кнопки можно переключаться в FM диапазон, а при удержании данной кнопки приемник начинает автоматическое сканирование каналов и сохраняет соответствующие ячейки памяти. Сканирование частот проходит достаточно быстро, и радиочастоты с низким уровнем сигнала не всегда хорошо распознается при автоматическом поиске каналов. Данной кнопкой можем переключаться на средние и длинные волны. Нажатие и удержание данной кнопки позволяет включить автоматический поиск каналов, а с помощью коротких нажатий можем переключаться между средними и длинными волнами. Разумеется, если этот LV-диапазон до включения приемника был задействован. И еще одна интересная функция. С помощью этой кнопки можно выбирать из двух доступных режимов управления. Первый — это возможность переключаться между ранее сохраненными ячейками памяти, то есть между радиостанциями. И другой режим в ручном порядке можно регулировать с помощью волкодера уже непосредственно частотный диапазон. Этой кнопкой можно фильтровать или, так сказать, ограничивать ширину полосы пропускания, менять из числа доступных от 2,5 до 9 кГц. А при включенном режиме SSB регулировку можно проводить от 0,5 кГц до 4 кГц. И в режиме однополосной модуляции с помощью данных кнопок LSB или USB можем настраиваться на верхнюю или нижнюю боковую полосу. И для этой короткой волны с помощью стрелок можем быстро переключаться между частотным диапазоном в зависимости от соответствия и длины волны в метрах, который также отражается в верхнем правом углу. С помощью кнопки Memory память можно сохранять радиостанции. Для этого сперва находим необходимую частоту, нажимаем кнопку Memory и теперь можем выбрать любую ячейку памяти для сохранения данной частоты. Теперь заглядываем в ячейки памяти и видим, что частота действительно сохранилась в заданной ячейке памяти. Есть еще один более легкий способ сохранить интересную частоту, радиостанцию. Для этого снова вводим нужную частоту и просто удерживаем кнопку Memory. И теперь уже сохраняется порядке очереди из числа доступных ячеек памяти. На FM диапазоне для сохранения станции доступно 100 ячеек памяти. На средних волнах
можно записать, смотрим, уже 150 каналов, то есть доступно 150 ячеек памяти. LV-диапазон это уже 100 ячеек памяти. Короткие волны также предусмотрены ячейки памяти. Здесь их больше всего, и это 300 ячеек памяти. При нажатии данной кнопки появляется вот такое значение. Знать бы, что это означает. Кто знает, напишите в комментариях. И крайняя кнопка Delete, удаление, он же служит кнопкой для выбора. В данном радиоприемнике есть еще одна непонятная функция. Не знаю, за что она отвечает, но при нажатии и удержании кнопки 9 что-то включается, и таким же образом можно отключить, но непонятно, что включается. Это возможно как в моделях Texan 600. В некоторых прошивках при удержании нажатой кнопки открывалась опция AV-диапазона, поэтому будем изучать дальше. Результаты оставим в комментариях. При нажатии и удержании кнопки 8 на часах появляется индикация значения секунды, и в таком виде приемник смотрится гораздо интереснее. При удалении аккумулятора смотрим, часы, индикация не пропадает, причем продолжает работать достаточно длительное время, возможно даже несколько часов. И это отличная функция, которая сохраняет и часы, и все ранее записанные радиостанции. В общем, все продумано. И еще одна функция. С помощью удержания кнопки 7 начинает мигать определенные значения, которые можно устанавливать от 30 до 60 единиц. При значении максимум 60 будет максимальная мощность, максимальное усиление звука. А если снизить ровно в 2 раза, то есть поставить значение 30-35, тогда звучание, громкость системы понизится ровно в 2 раза, но зато динамик никогда не будет перегружаться, но при этом звучать будет в 2 раза тише. На включенном приемнике осталась еще одна непонятная функция. Снова при удержании кнопки 9 начинает мигать вот такое значение, которое можно регулировать от 0 до 30 единиц. Изначально показалось, что это было soft mute, регулировка задержки. И для тех, кто хочет посмотреть версию прошивки, на выключенном приемнике удерживаем данную кнопку. И как видим, 3306 самая свежая версия. На корпусе снизу гнездо для зарядки стандарта microUSB, рядом выход для подключения наушников или же в качестве выхода на мощные усилители звука. И с краю гнездо уже для дополнительной внешней антенны вместо телескопа. Так что с хорошей антенной можно попробовать поднять качество коротковолновых высокочастотных сигналов. И в отдельном обзоре, если кому интересно, сделаем сравнение по качеству приема и по качеству звучания с данным в несколько раз дороже ценовой категории приемника. Ну и телескопическая антенна здесь приличных размеров, больше половины метра, ну и очень удобные с насечкой регуляторы громкости и изменения частоты. Удерживая кнопку 3, есть также возможность выбирать внешнюю или внутреннюю антенну. Появляется вот таких 2 разных значения, и теперь можно послушать и качество звучания. Я охотно присоседился к одному из таких кружков. Вот продукт, о котором я хочу сегодня всем рассказать. Это и впрямь уникальное явление на российском рынке. Это угощение. Но как это так не угостить гостя? Об этом мы думаем заранее, узнаем о предпочтениях, составляем меню. Сегодня в рамках проекта «Про комфортно» мы продолжаем цикл. Много всего интересного и в коротковолновом SV диапазоне. فعال دموکراسی خواه و فیوزیا تاب نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ بودند. بنابر گزارش این روزنامه افراد اعدام شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند. آنها هم در زندان به اجرا درآمده است. 中国宣武扩张受到非常大的启发，也从做音乐当中做了。
El primer paso que se debe hacer es escoger un lugar Может быть, нас объединяет интерес к культуре. Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Ламия Бай». Очень хороший сериал. Попутару в такси. Сейчас попробуем, как еще может ловить средние волны. Очень даже неплохой результат. Более 20 радиоканалов. Теперь немного посмотрим сравнение и с популярной 310 моделью. Я вас люблю. К чему лукавить? К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать. А торжествовать к чему? А вот на это действительно нет ответа для Татьяны. Внятного. И опять она стоит в зачарованном кругу зала, как тогда, в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного. Добившаяся сейчас вожделенная, и тогда и ныне любящая, и любимой быть не могущая. Все козыри были у нее в руках, но она не играла. Да-да, девушки, признавайтесь. Первое. И потом слушайте. Здесь даже не поймешь, какой из них лучше играет. Возможно, если кому интересно, сделаем отдельное большое сравнение этих приемников. Но что касается в комплекте руководства пользователя, к сожалению, нет ни русского языка и даже английского языка. Все только на китайском языке. Теперь посмотрим и потребление тока. Настроим напряжение как на аккумуляторе 3,7 вольт. Хотя при заряженном аккумуляторе это может быть и 4 вольта, и даже 4,2 вольта, и даже выше. Потребление тока в простое всего 0,1 миллиампера. Для подсветки смотрим, ток увеличивается до 6 миллиампер. На минимальной громкости смотрим, ток потребления в 27 миллиампера. Ближе к середине громкости это уже 35 миллиамперов. И на максимальной громкости чуть выше 60 миллиамперов тока. На нормальной средней громкости, учитывая ток потребления в 30-35 миллиамперов, можно сказать очень даже неплохая энергоэффективность. То есть при полном заряде одного аккумулятора приемник способен без перерыва работать на протяжении 30 часов. А при прослушивании по 1 часу в день, то это получается целый месяц. Не забудьте лайк, подписаться и комментарии. Всем спасибо за просмотр.